Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Пророчество Каддафи. Почему для России и мира все только начинается?». Лидер Ливии Муаммар Каддафи был главой этого государства 42 года. Он хорошо знал свою страну, видел малейшие течения в политике других государств. За 42 года Каддафи сделал свою родину поистине процветающей, но нашлись недовольные. Полковника постигла ужасная смерть, кадры которой распространили по всему миру. Его растерзала толпа в родном городе. Но считается, что к убийству Каддафи причастен НАТО. Ведь полковник знал многое, о чем в Североатлантическом альянсе предпочли бы не распространяться. Глава мусульманского государства был не только отличным политиком, но и прозорливым аналитиком, который сумел предсказать течение современной истории и самые важные политические события в мире. За 8 месяцев до своей страшной гибели Муаммар Каддафи провел беседу с журналистами турецкого телевидения. Интервью состоялось 7 марта 2011 года, что очень важно. В этой беседе полковником были произнесены слова, которые стали пророческими для судьбы его родной страны. Пренебрежение стабильностью Ливии повлечет за собой обрушение мира в мире через нестабильность в Средиземном море. В случае, если наша власть в Ливии должна будет прекратиться, миллионы африканцев хлынут нелегально в Италию, во Францию. Да, это так, стабильность в Ливии была нарушена. Акватория Средиземного моря сейчас вряд ли ощущает спокойствие и благоденствие. И за последние 10 лет в Италии и во Франции появились миллионы беженцев из Ливии и африканцев. Вот еще один фрагмент из этого интервью, тоже касающийся иммигрантов. Европа станет черной в самое небольшое время. Это наша сила блокирует нелегальную иммиграцию. Это благодаря нам царит стабильность в Средиземном море во всю длину 2000 километров вдоль ливийских берегов. Мы предотвращаем иммиграцию, сдерживаем развитие и продвижение Аль-Каиды, за исключением тех, кто уже проник в Европу до настоящего времени. Таким образом, если стабильность в Ливии будет нарушена, это немедленно будет иметь плохие последствия для Европы и для Средиземноморья. Все будут в опасности. Ливия сейчас, даже спустя 10 лет после смерти Каддафи, так и не стала стабильной. Политическая ситуация в этой стране остается неспокойной, и страна оказалась в настоящем тупике, выход из которого без Каддафи найти сложно. И еще самые страшные события для Европы ждут впереди. В опасности окажутся все европейцы. В далеком уже 2009 году Каддафи говорил, что не стоит связываться с Россией, все попытки Запада окружить ее приведут лишь к разрушениям. В частности, он говорил о расширении Североатлантического альянса на восток путем включения в его состав стран бывшего СССР. Это не только повредит отношениям Европы и России, но и обрушит море бедствий на миллионы людей. Каддафи говорил, что Россия всегда была объектом для любых войн со стороны Запада, армии европейцев всегда целились на захват России. Так, в начале 19 века Наполеон завоевал несколько европейских стран, прежде чем добраться до России, богатой углем, железом, нефтью и золотом. Так поступил Гитлер во время Второй мировой войны, нацелив на Россию свое громадное войско с такой же целью. По мнению полковника, продвижение НАТО – это те же попытки Гитлера и Наполеона прибрать к своим рукам Россию. Несмотря на разные подходы в этих завоеваниях, цель у Альянса остается все той же. НАТО использует некий вакуум, что образовался после распада СССР, и еще ту ситуацию, которая была названа победной в холодной войне над советским лагерем. То есть НАТО на полном серьезе делает попытки включить в себя все республики бывшего СССР, окружив Россию от Балтики до Центральной Азии. Уже вошли в состав НАТО большая часть стран бывшего соцблока, что находится у границ России. Развалена Югославия, порабощена Сербия и Хорватия, и это наша страна восприняла как угрозу, опасную провокацию. И вот теперь в НАТО хотят включить остатки, типа Украины. В одной из работ лидера Ливии было прямое указание на Украину, что именно она сейчас будет катализатором напряженности в мире. Именно эта постсоветская страна во что бы то ни стало стремится вступить в НАТО, делая все, чтобы началась война. Во время выступлений в Киеве Каддафи высказывался, что сильно обеспокоен выбором Украины. Во время моего визита на Украину я убедился, что в отношениях между двумя странами существуют серьезные проблемы, и одной из этих проблем является стремление украинского руководства к вступлению в НАТО, что никак не может не вызывать беспокойства у России. Когда распался Советский Союз, по мнению Каддафи, западные страны посчитали себя победителями и решили, что смогут переманить к себе все страны, окружая Россию железной стеной.
а потом шантажировать нашу страну, вынуждая идти на уступки с помощью санкций. Санкции – это самый настоящий шантаж. Ливийский лидер всегда выделял Россию как ту страну, которая защищает свою нацию, свое место в мире. Каддафи говорил: «Мир должен помнить, что Россия – это не Советский Союз. Между ними очень важная разница, на которую я обращаю внимание всех. Советский Союз был обширной империей, в которой жили исторические нации, и этот союз был им навязан. Советский Союз защищал идеологические догмы, в которые, как выяснилось теперь, не верили народы и даже руководители Кремля. Сейчас Россия будет защищать русскую национальность, русскую нацию и само существование России. Когда рухнул Советский Союз, рухнула идеология, но не нации. Нации остались и даже приветствовали разрушение Союза и его идеологии. Полковник говорил, что сейчас осталась русская нация, которую разрушить нельзя, да и невозможно это. Если же в самом плохом сценарии разрушение и произойдет, то это станет концом свободы, жизни и самого существования не только России, но и всей русской нации. Поэтому за Россию встанет весь ее народ. И это вопрос жизни и смерти. Запад не должен недооценивать ситуацию. Он должен извлечь все уроки из противостояния с СССР и его распада. Иначе сам же Запад погибнет, связавшись с Россией, он просто совершит самоликвидацию. Если те, кто хочет напасть на Россию сейчас, это осуществят, то их ждет бесславный конец. Да, Соединенные Штаты, как и все другие страны, имеют право на жизнь в мире. Но и пусть живут в мире. Они находятся далеко от Европы и России, между государствами, которые для США не представляют опасности. В США едет множество иммигрантов, тех, кто желает жить подальше от конфликтов Старого Света. Сейчас на территории штатов размещается ООН, организация, которая следит за безопасностью в мире. Ведь США само родилось за счет процветания всех народов мира, которые приехали и обосновались в этом государстве. Однако сейчас именно Штаты принимают участие во всех актах агрессии в мире. Именно с их подачи возникает угроза стабильности и безопасности на планете. Каддафи считал, что в связи с этим Америка должна вернуться к доктрине Монро, провозглашенной пятым американским президентом 1817-1825, не вмешиваться во внутренние проблемы и отношения с Европой, а европейские государства не должны продвигать свое колониальное влияние в сторону США. Нужно расширить эту доктрину, чтобы она включила в себя все государства мира. Жаль, что не дожил он до расширения этой доктрины, но думается, что его слова все-таки дойдут до всех, кто имеет возможности это сделать. Каддафи считал, что и Европа тоже имеет право быть военно-экономической и политической силой, что и там может быть новый полюс равновесия международных политических сил. Вместе с тем на создание военной, политической и экономической мощи имеет право и Россия. По словам ливийского лидера, Европа, объединившись в Евросоюз, может и не связывать себя с США, а наоборот быть буфером между Америкой и Россией. И даже между самой Европой и Америкой, и еще вкупе с этим пользоваться богатствами России, ее нефтью, газом и тому подобное. Европа должна объединяться с Россией, а не с далекими Штатами. Именно Россия даст ей все. Именно эти страны должны быть партнерами. Наверное, Европа еще не отошла от американской оккупации после Второй мировой войны и боится остаться без американской поддержки. Североатлантический альянс всегда действовал против СССР и его наследницы России. НАТО стремится подчинить себе нашу страну, боится ее, так как Россия – это сильное государство, которое на данный момент, особенно на данный момент, вряд ли будет соглашаться на условия, выдвигаемые Западом. По мнению Каддафи, не следует дразнить медведя. Такие шаги приведут лишь к гибели Европы и США. Больше того, если разразится конфликт между Россией и Западом, то в 21 веке он приведет к полной катастрофе, будет уничтожено все человечество. Вот еще одно высказывание, касающееся возрождения России и русского мира. 4 месяца. 4 месяца. Вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь еще в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но ее нет, и вы торжествуете. А зря. Вы забыли одно. Жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в будущем. Сейчас с Россией Запад начинает поступать так же, как в свое время поступил с Ливией. Ее блокируют, провоцируют на совершение необдуманных шагов, и это приведет только к одному – ядерной войне, если Запад вовремя не остановится, не одумается,
Украина только пешка в этой борьбе. Как и всегда, США пускают в мир заведомо ложную информацию, делают свои какие-то глупые и наивные анализы и делятся корыстными и несостоятельными мнениями насчет Украины и России. Вспомните, как началась война в Ираке, тоже с дезинформацией и нелепых измышлений. Или как поощрялась независимость Косово. Но для чего? Чтобы погибли миллионы людей, ни в чем не повинных простых жителей? Каддафи считал, что после распада СССР уже нет ни одной причины для существования НАТО, а тем более для его расширения. Впрочем, для самого НАТО есть. Это оккупация России и всего мира. А еще не стоит надеяться на честность и лояльность Альянса, мало ли что там они обещают. Обещали же они самому Каддафи помочь, а вот предали и убили. Нельзя иметь дело с НАТО. Это не структура в полном понимании слова, а обычная бандитская группировка. И если мы будем по-прежнему верить в Запад и не станем им сопротивляться, поступят так же, как в свое время поступили с полковником Каддафи. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.